Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на 4 позиции. Первая, вторая, третья и четвертая. Мы посмотрим, каковы будут события ближайшего времени, каковы будут основные ваши дела на эти ближайшие дни, на ближайшую неделю. Итак, первая позиция. Смотрите, здесь исполнится то, чего вы давно ожидали, к чему вы давно стремились, чего вы так хотели. Возможно, долгое время это у вас не получалось, но сейчас настало время, и окружающие вас люди, окружающие вас силы, вообще все будет способствовать тому, чтобы это все-таки случилось. А здесь очень важно помнить о том, что хорошо использовать аффирмации, визуализации, медитировать, читать молитвы, то, что вам помогает. Здесь вот именно такой подход к вещам, он очень будет таким созидательным. Давайте посмотрим ситуацию сейчас. Смотрите, да, вы достаточно долгое время стояли на месте и думали, как вам лучше поступить. И сейчас наступает вот просто прорыв, потому что вы делали все правильно. Карта правосудия, карта справедливости – это то, когда все дела, все события совершаются правильно, все идет своим чередом. Вы не нарушаете ни законов Вселенной, ни каких-то там юридических законов, да, рамок вы не приступаете. И благодаря тому, что вы делали и делаете все правильно, здесь вас ждет такой хороший прорыв. Результат вас тоже порадует. Что на перспективу? Это ситуация сейчас, что будет в перспективе? Смотрите, но вам предстоит делать какой-то выбор, да, тем не менее это, ну так скажем, не последний бой. Возможно, у вас еще присутствуют какие-то страхи, возможно, что-то не исполнялось, потому что вы боялись этих перемен, которые идут в вашу жизнь, вы боялись что-то отпустить. И здесь вы наконец-то отпускаете, вы делаете выбор и отпускаете, возможно, то, что вам было дорого. Но даже с тем, что дорого, нужно уметь прощаться, потому что, ну, все события, все вещи, все люди в нашей жизни, они на определенный срок, кто-то навсегда, кто-то на какой-то определенный период. И здесь действительно нужно уметь выбирать, нужно уметь принимать. Что же в итоге вы получаете? Смотрите, здесь те ограничения, которые у вас были, они могут у вас остаться. Но мужчина, король Пентаклей, это, скорее всего, ваш супруг, либо доброжелательный такой мужчина, да, может быть, ваш брат, может быть, ваш отец, он вам, в принципе, поможет справиться с теми трудностями, которые будут оставаться, с теми ограничениями, которые у вас остаются. Но вам, опять же, вам важно помнить, что правильно нужно уметь делать выбор. И как раз вот сигнификатор нам указывает на то, что да, если вы движетесь в нужном направлении, то активизируются абсолютно все ресурсы, и люди, и какие-то события, они начинают вам помогать с тем, чтобы все шло так, как вам нужно. Что вы тут у нас? Туз жезлов, вы достигаете своей цели. Вы достигаете своей цели, важно уметь организовать ваши ресурсы, важно уметь попросить помощи, принять помощь, и важно уметь правильно сделать выбор. Здесь, опять же, вспоминаем карту правосудия, да, вы, судя по всему, все делали правильно, и продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Благодарю вас, первая позиция. Идем ко второй позиции, двоечки. Какие же события вас ожидают в ближайшем будущем? Так, смотрите, но здесь вы осознанно чего-то избегали. Вы старались концентрироваться только на каких-то положительных аспектах, на положительных качествах, только на чем-то хорошем, сознательно стараясь уклоняться от чего-то такого, ну, негативного, на ваш взгляд. Но, как правило, то, что нас окружает, здесь
весьма условно несет какой-то положительный либо отрицательный характер, да, вот есть хорошее, есть плохое, но все, что заключено в нас, это вот как две стороны одной медали, да, есть и темное, и светлое, и от этого не убежишь, есть и плохое, и хорошее. Итак, давайте, и это необходимо принимать. Посмотрим ситуация ваша сейчас. Состояние полусна. Ну, здесь, да, здесь опять же прорыв. Смотрите, да, очень долгое время вы не хотели чего-то принимать, но сейчас идет вот именно процесс принятия, разрубания, отсечения границ каких-то, отсечения чего-то ненужного, отсечения того, что мешало. И здесь, да, наступает конец трудностям. Возможно, смотрите, по десятке мечей, возможно, придется поступить, ну, так скажем, не очень правильно, да, это и есть те теневые стороны. Возможно, вам придется поступить, ну, так скажем, не совсем красиво по отношению к кому-то, вам придется совершить какие-то действия за чьей-то спиной. Что на перспективу здесь? Угу, тоже сопротивление страхам. Сопротивление, точнее, переменам. Ну, вы прям не хотите чего-то отпускать, вы ждете. Смотрите, вы прям сопротивляетесь переменам, вы поддерживаете свои страхи. Но эти страхи, они вас вот связывают по рукам и ногам. Вам нужно принять абсолютно все, что приходит в вашу жизнь, как бы это сложно ни было. Потому что здесь, да, здесь можно долго горевать над тем, что вы, возможно, отпускаете, над тем, с чем вы прощаетесь. Но смотрите, важно уметь повернуть голову и уметь увидеть то, с чем вы остаетесь. Не всегда мы теряем все полностью. У нас всегда остаются ресурсы для какого-то нового начинания, для чего-то другого, не менее важного в вашей жизни. Важно уметь подождать. Что же будет в результате? Что будет в итоге? Тоже по правосудию все будет правильно, справедливо. Опять король Пентаклей приходит. Смотрите, возможно, вы сопротивлялись отношениям с каким-то мужчиной, да, но теперь события выстраиваются таким образом, что вы отпустите все-таки свои страхи. Возможно, мужчина был не свободен, возможно, у вас были какие-то блоки в отношении того, чтобы дальше с ним развивать какое-то общение. Но, тем не менее, вы, опять же, также все делали правильно. И несмотря на трудности, несмотря на те сложности, которые вас все это время сопровождали, у вас наступает новое начало. В вашу жизнь приходит, либо возвращается вот этот мужчина, король Пентаклей, который несет вам стабильность. Что в итоге получаете? Смотрите, ну вы выходите на новый уровень. Если говорим про мужчину, то здесь ваши отношения выходят на новый уровень. Здесь вплоть до бракосочетания и рождения детей. Здесь как бы обновление, обнуление, завершение цикла. Прекрасная карта, которая говорит о замечательной возможности нового начала. Но вам важно принять вот те аспекты, которые вам изначально казались негативными, которые вам изначально казались неправильными, потому что все, что есть, все, что есть в вас, оно вам, тем не менее, принадлежит. И от того, что вы будете отказываться это принимать, оно не исчезнет до той поры, пока оно должно присутствовать в вашей жизни. Благодарю вас, двоечки. Третья позиция. Так, ну здесь перерождение, здесь полная трансформация, здесь начало чего-то нового. Давайте посмотрим, в какой сфере будет это перерождение. Ну, скорее всего, у каждого в своей, да? В какой сфере это перерождение? В какой сфере вот эта трансформация? Тоже придется отпустить то, в отношении чего вы очень жадничали, от чего вы не хотели отказываться, то, чего вы не хотели отпускать. Скорее всего, семейное положение, десятка кубков – это семья.
Либо это выход на новый уровень, либо это вообще новая семья, совершенно новая, с новым человеком, с новым человеком в вашей жизни. Давайте посмотрим ситуацию сейчас. Какова ситуация сейчас? Сейчас у вас стабильность. Так, смотрите. Ну, скорее всего, вы в той же самой семье и остаетесь, да, просто в какой-то момент вы зашли в тупик, вы не знаете, что делать, и здесь приходится просить помощи третьих лиц, да, как будто бы совета подруг, совета мамы, совета там тарологов, астрологов, специалистов, психологов, и это не просто так, потому что тот этап отношений, на котором вы находились, да, это своеобразный урок. Паш мечей – это ученик. Это то, когда мы чему-то учимся, мы получаем новую информацию. И без прохождения каких-то уроков здесь нельзя двигаться дальше. Что у вас на перспективу? Что у вас здесь на перспективу? Здесь новое начало, да, с этим же самым человеком вы идете к своей цели, совершенно верно. У кого-то это рождение детей, у кого-то это свадьба. Тот, кто очень долго находился, возможно, в гражданском браке, возможно, просто в романтических отношениях и скорее мечтали создать семью, да, здесь вот этот вот период стагнации заканчивается, и своей цели вы добиваетесь. Здесь рождение детей, здесь свадьба, здесь достижение цели. Если же вы уже были в браке и был какой-то период, ну, такого болотца, здесь вы его успешно проходите путем трансформации, путем прохождения каких-то жизненных уроков. Что вы получаете в итоге от этой ситуации? Пятерка жезлов, ну, это борьба. Это борьба. Вы знаете, вы в результате вот этой борьбы обретаете силу, да. Вы понимаете, что для вас нет никаких неразрешимых ситуаций. Вы понимаете, какая энергия, насколько вы мощны, да, насколько сильная и мощная энергия, она саккумулирована в вас. Здесь вы понимаете, что какая бы сложная и какая бы тупиковая ситуация ни была, вам нужно понять, за что бороться, да, карта звезда – это цель. Когда вы знаете, за что бороться, у вас вот дорога, она сама возникает под вашими ногами, и вы понимаете, куда вам нужно идти. После вот этой трансформации, после вот этого перерождения, вам такое ощущение, что ничего не страшно становится. Карта маг – это ощущение, что я вообще все могу. Я это смогла, ой, а другое я вообще выстою на раз-два. Что в итоге у вас? Тройка жезлов, вы знаете, но это не конечный путь, это всего лишь такой перевалочный пункт, да. Здесь вы переродились, вышли на новый уровень, добились своего и дальше пошли строить свои цели. То есть у вас колоссально идет духовный рост, у вас колоссально идет реализация, да, вашего потенциала жизненного, который вам помогает не останавливаться на достигнутом. Но, как говорится, нет предела совершенству. Благодарю вас, троечки. Какова у нас четвертая позиция? Так, воображение. Смотрите, вам нужно понять, что вы своими мыслями, вы своими фантазиями творите существующую реальность. Вы то, о чем вы думаете. Несколько похожа позиция с первой, потому что сейчас тоже вам важны визуализации, медитации, молитвы, какие-то такие духовные практики, которые помогают вам идти по верному пути и добиваться своих целей. Давайте посмотрим ситуацию сейчас. Что у вас сейчас? Вы знаете, в вашу жизнь возвращается что-то или кто-то из прошлого. Да, совершенно верно. Возможно, вы ждали возвращения. Да.
Вы ждали возвращения какого-то человека, или вы ждали возвращения, обновления той ситуации, которую вы хотели вернуть, да, то есть ситуация, возможно, когда-то прошла, но вы бы хотели, чтобы она повторилась вновь. И здесь вот либо человек возвращается, либо возвращается вот эта ситуация. Вы своими мыслями, вы своими эмоциями это притянули в свою жизнь. И опять же, вы на верном пути. Это карты побед, это карты лидерства, карты движения вперед. И сила вашей мысли, она сейчас для вас невероятно важна, потому что в зависимости от того, что вы будете думать, будет формироваться окружающая вас реальность. Что на перспективу? Что на перспективу здесь? Вы знаете, здесь совершенно точно возвращение человека, с которым вы были в ссоре, либо с которым вы когда-то попрощались уже, да, или пауза была, либо расставались. Да, здесь совершенно точно. Здесь воссоединение, примирение, построение планов на будущее. И здесь инициатором вот этих планов на будущее становится мужчина, король жезлов. Вам важно своими эмоциями, своей вот этой женской энергией бесконечной подпитывать мысли положительные, только положительные, и направлять их в нужное русло. И здесь все будет делать мужчина. Вы ему помогаете своими эмоциями. Что же вы получаете в итоге? Здесь совершенно четко возвращение человека. Вы получаете уход от проблем. Вы оставляете в прошлом все печали, все тревоги. Да, у вас начинается такое плотное, хорошее сотрудничество. Да, совершенно верно. Когда идет, вот знаете, партнерство, ты мне, я тебе. Здесь прекращается игра в одни ворота, да, если она когда-то была. Здесь прекращается период бездействия, и здесь мужчина четко принимает какое-то решение. Здесь начинается ваше такое взаимодействие, вот именно взаимодействие, когда есть понимание, есть помощь друг другу, есть такие моменты, когда вы поддерживаете и понимаете друг друга с полуслова. Что вы получаете в итоге от этой ситуации? Королева Пентаклей. Это жена, это мать, это стабильное положение. Да, ждите возвращения четверочки человека из прошлого, ждите примирения. Здесь он примет решение о том, чтобы дать вам стабильность, дать вам счастье, дать вам уют, комфорт. Кому-то сделают предложение, кого-то замуж позовут, да, кого-то просто пригласят в стабильные такие уверенные отношения. Прекрасная позиция, но помните, что здесь очень важны ваши мысли, здесь очень важно то, как вы себя настраиваете, очень важен ваш настрой эмоциональный. Благодарю вас, четверочки, благодарю всех за просмотр. Всего доброго, до новых встреч.